Мы продолжаем. У нас в гостях специалист в сфере строительных технологий Павел Ильин. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. В наше время развелось очень много мошенников, которые спекулируют на строительных материалах, на то, чтобы сделать людям что-то некачественно, где-то сэкономить, людей обмануть. Павел сегодня расскажет нам о том, как не попасться на удочку вот таких вот мошенников. Павел, вот часто я уже озвучила, что обманывают людей. Вам приходилось сталкиваться с какими-то жалобами от людей, которых обманули нерадивые строители? Да, конечно, это происходит довольно часто. Почему такое происходит? Потому что у нас в регионе, да и в стране в целом, нет какой-то культуры строительства. У нас вот девушка к нам обращалась на канал, Алена Мустафина. У нее, правда, не с домом, с квартирой произошла вот такая вот проблема. С ремонтом она судилась, выиграла у компании. Тоже люди сделали как попало, все за собой пооставляли, ушли, деньги ей не отдали, все рушиться начало у нее. Как вот с таких людей спрашивать по-другому? Только в судебном порядке? Может быть, какие-то гарантии они дают, вот какие-то компании, к которым люди обращаются? Я понял. То есть этой девушке повезло, что она работала с компанией, что наверняка у них уже был договор, и у нее было то, с чем идти в суд, с чем судиться. А большинство людей работают с такими шабашниками, не заключают договора. То есть вообще самое главное, что нужно усвоить в этом вопросе, это чтобы был договор. В договоре должны быть прописано все. Строительные материалы, полностью смета от и до, виды работ, стоимость этих работ, объем работ, какие сроки. Сроки должны быть всегда прописаны четко. Должна быть прописана гарантия. Обязательно нужно требовать с исполнительной гарантию, потому что у вас может это все отвалиться там, через месяц. И что вы будете делать? Вы выкинули деньги на материалы зря и заплатили за работу зря, и вам придется опять это все делать. Вот. Также в договоре нужно четко фиксировать все этапы оплат. То есть, когда человек оплатил строителям, это должно быть подписано. Вот, такого-то числа, такая-то сумма. Подпись строителей, что вот получили, пожалуйста. И если соблюдать вот это вот простое правило, то строители уже не захотят обманывать. И в случае чего вы сможете обратиться в полицию, у вас будут все документы, все, в договоре данные строителей, их будет очень легко найти. Вот доказательства, все, то есть, никуда не денутся. Скорее всего, даже в досудебном порядке вам это все возместят. Вот, например, мы составляем смету, и мне самой проще поехать купить строительные материалы, чтобы понять, что это качественно, это вот дорого, это дешево, либо я могу полностью строителям доверять. Но вдруг, представляешь, я заплачу денег столько за строительные материалы, а они купят дешевые аналоги. И что мне теперь по каждой позиции проверять, что они где меня обманули? Как вот здесь вот быть? Смотрите, лучше, чтобы строители сами закупали материалы. Почему? Потому что потом не будет таких вопросов, надо было не то, мы думали другое. Они сами уже несут ответственность за комплектацию и полностью за работы, за конечный результат. Но очень часто практикуется такое, что продавцов просят написать чеки побольше. Такое, да, практикуется. Или, как вы правильно сказали, заменить дешевыми аналогами. Чтобы это предотвратить, нужно все равно, то есть держать этот вопрос чуть-чуть на пульсе, ориентироваться в ценах, взять, пробежаться, взять чек, буквально даже не пробежаться, в дубль-гисе вбить в интернет-магазин, зайти, посмотреть, позвонить, спросить: здрасте, а вот это есть? Да, сколько стоит? Все. Если это среднерыночная цена, там плюс-минус, от того, что вы услышали, ничего страшного. То есть на начальном этапе нужно контролировать, чтобы потом, если, я так понимаю, что если сначала не проконтролировал, то потом есть возможность, что тебя еще раз обманут несколько раз. Ты представляешь, вот если обратиться, например, к фирме, которая, как вы выразились, шабашники, и изначально кажется, что они делают дешево, а по ходу-то дело получается, что еще дороже выходят они, чем какая-то официальная фирма. Главное, чтобы не было реально названия такого, то мы сейчас их рекламируем уже половину передачи. Шабашники. Да, шабашники. Расскажите, а какие есть пути для того, чтобы сэкономить на строительстве? Может быть, часть заказать у компании профессиональной, либо, может быть, вне сезон строить, может быть, какая-то рассрочка по платежам. Вот как может обычный потенциальный покупатель сэкономить на стройке? В дождь, асфальт класть. Да, смотрите, то есть в первую очередь нужно обращаться к узкоспециализированным специалистам. Почему? Потому что вы же не пойдете лечить зубы у окулиста. Это нелогично. Или к терапевту. Вы же не позволите терапевту, чтобы он в зубах сверлил. Вот. Узкоспециализированные специалисты имеют хорошие контракты с заводами. Вам смогут дать цены подешевле. Подешевле рынка. Хорошие скидки, да, конечно. Потому что люди занимаются только этим, и у них свои уже наработки есть в этой сфере.
То есть это однозначно так. А потом, практикуется такое, что вне сезон можно строить. Это нормально. И вне сезон работы меньше, спроса меньше. И строительство будет дешевле. Можно, на самом деле, можно торговаться. Со всеми можно торговаться. И с организациями, и с частными бригадами. Всегда торгуйтесь. Да, вот, а давайте вот здесь подешевле. А вот здесь, вот, знаете, вот нам не хватает. То есть это нормально. Это рынок, а на рынке все торгуются. Если мы берем осень, то достаточно сделать фундамент до наступления холодов. А само строительство вести уже позже. И потом, ближе к весне, уже можно зимой перейти к внутренней отделке. Потому что работы внутренней отделки тоже хватает, а внутри тепло, пожалуйста, делаем, строим. А вот как специалист, например, вот едете мимо частных домов, ну, в каком-то частном секторе, и вы можете на глаз отличить качественные материалы от некачественных, ну, в смысле, дорогие там и дешевые, грубо говоря, хотя не всегда некачественные, это дешевые. Наметан у вас? Да, конечно, я смогу, потому что я с этим работаю, я все материалы знаю от и до, и для меня это не составит труда, потому что я их просто знаю. Это нормально. То есть от вас ничего не А уйдет? часто вот среди построек встречаются технические ошибки, которые вот вы видите и думаете, так нельзя делать. Да, очень часто. Если вот вы, как сказали, про сайдинг, то там вообще масса ошибок, которые допускают строители. И, например, если вот пластиковый сайдинг вы видели наверняка где-нибудь, он вот так криво сделан. Он сделан криво почему? На самом деле все просто. Потому что там есть специальные отверстия, в которые вкручивается саморез. По технологии он должен не докручиваться 1 миллиметр. Для того, чтобы во время теплового расширения летом, в жаркую погоду, сайдинг начинает расширяться. У него основа ПВХ, поливинилхлорид. Он начинает расширяться и упирается в стойки. И из-за этого коробится. Это почему? Люди сделали не по технологии. Закрутились Вот себе. и все. А теперь людям, которые заплатили за сайдинг и за работу, придется снимать этот сайдинг, он уже восстановлению не подлежит, он такой и будет. Покупать новый и нанимать нормальных строителей. А если вот мы на этапе строительства увидели, что, например, нам сделали неправильно ванную комнату, грубо говоря, там уже сделали, чем хотели, можем, ну, например, мы это заранее обговаривали со строителями, я ему говорю, переделывайте, ну, я такого вам не говорила, ну, мы на словах устно, да, договорились, например, там, не где-то на бумажке. И он мне говорит, я не буду, плати мне заново, мне же нужно стену сносить, расширять и так далее. Это законно или все-таки он обязан переделать, если мы договаривались с ним? Да, смотрите, это законно, если у вас есть какие-то подтверждающие вещи. Как вы докажете, что вы договаривались? Это нужно, чтобы это все фиксировалось на бумаге. Это опять же к теме, к тому, что лучше обратиться к тем, кто подороже, потому что у вас будет все расписано, все написано. И сразу же будет видно, кто прав, кто виноват. Уважающиеся организации сами будут вам предлагать это сделать. Потому что очень много людей тоже, которые вначале договорились об одном, а потом говорят, нет, мы не так хотели, там то не то, все не все. Есть сейчас такой материал, как вакуумная древесина, если я правильно называю, которая, я слышал, не требует усадки. То есть она заранее обработана уже под температурой, под давлением и не требует усадки. Слышали вы о таком материале и правда ли это? Да, есть такая древесина, только она называется не вакуумная, правильно называется импрегнированная древесина. То есть смотрите, в такую колбу большую загоняется брус, там создается вакуум. Вакуум создается зачем? Высасывается влага лишняя, чтобы она стала сухой. Высасывается влага, и там еще есть два способа. Либо загоняют в эту ванну антисептик, чтобы он полностью пропитался. Не полностью, конечно, он до самой сердцевины не дойдет, но большую часть дерева он пропитает, чтобы оно не гнило, ну там не заводились насекомые никакие, атмосферные воздействия не портили древесину. Вот. Но это очень дорогая процедура. У нас в регионе это делается там буквально для каких-то элементов только важных. И, насколько я знаю, у нас только одна такая установка стоит в Иркутске. Ну и строить из такой древесины это будет очень-очень-очень дорого и нецелесообразно. Проще подождать, пока усядется Да. самостоятельно. Скажите, есть какой-то вот сейчас топ материалов, из которых строят? Ну, либо наоборот, возможно, какие-то новые, которые входят в моду. Вот как Яна сказала, с газобетона. Что вот вы Да, в думаете, строительстве как тоже мода специалист? своя есть, правильно? Да, конечно. Сейчас входит в моду каркасное строительство, однозначно. Потому это что как? каркасное строительство, то есть оно хорошо себя зарекомендовало в Америке, в Канаде. Очень много домов построены, в Финляндии по такой Но у нас технологии. такого опыта мало, да, в Иркутской области? Почему? Уже становится все больше и больше. В чем Расскажите плюс? для Это дилетанта, металлокаркас, это да, что в смысле? значит? Каркасный это Нет, как? это не металлический, это
смотрите, делается фундамент. Фундамент можно сделать свайно-винтовой. Мгм. То есть это дешевле, это плюс уже. Потому что конструкция будет сама не тяжелая, в отличие от бруса, бетона, газобетона и прочих материалов. Затем выставляется каркас из деревянных досок. И в него уже запихивается утеплитель. Получается, что у нас? Дом получается очень теплый, легкий, его быстро делать, не требует усадки, сразу же заканчивается наружная и внутренняя отделка. И по цене он получается дешевле, чем прочие материалы. Вот так вот, забавно, Я слышал конечно. такое расхожее мнение, что полезно жить только в домах из дерева. Все остальное влияет даже негативно на здоровье. У вас есть подобного рода информация? И либо развейте этот слух, либо подтвердите. Я и про окна пластиковые так слышала. Ну да, разные сходят слухи. Да, конечно, в наш век современных технологий. Ну вот мы с вами сейчас сидим, разговариваем, а вот там из пенопласта у вас буковки. Они же тоже на нас какое-то воздействие тогда оказывают. То есть сильно заморачиваться по этому вопросу не стоит однозначно. Вокруг нас везде синтетические материалы. Ламинат, краска, обои, натяжные потолки. Ногти у Яны. Если так думать, да. Ногти у Яны. Вот. На самом деле современные утеплители сделаны таким образом, что дом получается дышащий, если мы говорим про каркасный дом, опять же. Все пленки и мембраны пропускают воздух туда-обратно, то есть никаких воздействий вредных на ваш организм не будет. И самый главный такой вопрос, наверное, в завершении. Если строители взяли уже с нас деньги и пропали, договор какой-нибудь посунули нам липовый, расписались не своей подписью, поставили печать, в которых у них целая куча, какую-нибудь, как говорится, левую, что нам делать тогда? Где их искать? Идите в полицию. У вас дорога одна, потому что других вариантов я не вижу. Но, опять же, вы придете в полицию, если у вас нет данных на этих людей. Когда вы заключали договор, можно же попросить паспорт, чтобы убедиться, да, действительно, это эти люди. Если у вас есть какие-то данные, конечно, сейчас наши правоохранительные органы работают очень хорошо, и они быстро найдут этих горе-строителей. Ну, а если нет ни данных, ничего, вы скажете, да, вот такой один с бородой был, а другой в черной шапке, то, конечно, поиски будут долгие. То есть так, да, не выглядит обычно? И вы, наверное... В общем, как Вряд ли говорится в поговорке, да, в строительстве лучше 7 раз отмерить и 8 раз проверить документы, а потом уже начинать строить. А еще Да. на дворе шапка горит, как раз он, Павел, сказал, что они в шапках обычно в черных ходят. Теперь по приметам их знаем. Спасибо, Павел, было очень информативно и содержательно. Да, спасибо большое. Спасибо большое. У вас здорово. У нас в гостях был Павел Ильин, специалист в сфере строительных технологий.